Для выполнения подобного плетения подойдут разные природные материалы. Самый доступный и просто собираемый – это материал из листьев кукурузы. Именно листьев, растущих на стебле. Их можно собрать, начиная с лета и до осени, и можно высушить зеленые листья. Также подойдут листья кукурузного початка или талаш, рубашечные листья, как еще называют. Дальше, вот эти тонкие листья – это сухой лилейник, а вот эти более широкие и медные – это листья ириса. Суть этого рукоделия в том, что берется толстый шнур, сворачивается в подобие улитки, и каждый виток фиксируется при помощи иголки и нитки. Но зачем нам покупать такой шнур, если, я думаю, в каждом доме есть какие-то старые джинсы. Причем они сами по себе уже красиво окрашены и могут быть самых разных оттенков. Вот. Кроме этого, можно использовать основу из джинсовой полосы для намотки других материалов. Это могут быть ткани, ситцевые, шелковые и так далее, разноцветные, либо это могут быть природные материалы. В данном случае использованы листья кукурузы. Они слегка даже так бликуют, поблескивают примерно в той же степени, что и нитка, которая подобрана в тон. Поэтому они достаточно хорошо сочетаются в этом изделии. Однако можно использовать не только листья кукурузы, а еще более прочные листья кукурузного початка или талаш. При этом его можно окрасить в различные оттенки и сочетать при этом с различными оттенками джинсов. Например, оттенок голубого и коричневого может создать совсем другую картину, достаточно интересную. Или серый с коричневым, или рыжим. То есть тут уже фантазия ваша подскажет, как лучше сочетать. Может быть, даже несколько цветов одновременно. Если же использовать лилейник или ирис, то там будет особый оттенок коричневого цвета, который тоже может сочетаться как с темными оттенками, так и со светлыми. То есть вот, например, лист ириса в сочетании с темными оттенками отлично смотрится. Ну и в то же самое время с голубым или серым тоже может дать интересную картину. Во-первых, ножницы, конечно же, нитки. У меня это катон. Они могут быть либо в тон, либо на контрасте, либо они вообще могут быть яркими, пестрыми, особенно если вы сочетаете с какой-то пестрой тканью. Кроме этого, нужна будет большая иголка, вот такая вот с большим ушком, линейка. И для удобства я использую степлер, потом покажу для чего. Кроме того, нужна прищепка, опять же для удобства в работе. Также важно упомянуть, что понадобится вот такой цилиндр. Это то, что осталось от швейных ниток, когда они закончились. То есть это картонная основа. И она стандартного размера, около 1 сантиметра в диаметре. Также хочу сразу обратить внимание тех, кто будет писать, что лучше было бы делать крючком. Посмотрите, как будет выглядеть изделие в этом случае. То есть в большей степени будут видны нитки, нежели материал. Затем изделие будет вот таким образом изгибаться. И нужно будет просчитывать степень расширения для того, чтобы вот эта вот плоскость не изогнулась. В этом случае изделие плотное, ровное, нет никаких проблем и виден сам материал в большей степени. Для того, чтобы заготовить такие полоски, нам нужно отрезать максимально вот в данном месте ткань. А вот в задней части, если у вас красивые карманчики, то есть смысл срезать с некоторым запасом. То есть потом, возможно, вы куда-то примените вот такое вот произведение искусства.
Ширина этой полосы, которую также проще всего рвать руками, должна быть около 5 сантиметров. В моем случае это 5 сантиметров, но в зависимости от толщины ткани это может быть и 3,5, и 6, и 7 сантиметров. Поместите ткань внутрь этой трубочки, и ткань должна там проходить с некоторой свободой. Что касается подготовки природного материала, то в данном случае я рекомендую использовать самое простое, самое доступное сырье. Это лист кукурузы, причем собранный в конце лета. То есть он высыхает в естественных условиях вот таким образом, имеет красивый оттенок розоватый. Если не успеть собрать в такой кондиции листья, то дальше материал будет, чем дальше, тем больше терять свои свойства. То есть он будет темнеть, у него будут появляться вот такие пятна, и он будет становиться все более хрупким. Вот. Но даже если использовать вот этот собранный в конце лета, все равно его свойства не позволят делать классическое плетение, которое удобно делать из талаша, из рубашечных листьев. Но так как этого сырья много, оно большое, длинное, широкое и легко доступное, то стоит посмотреть на него. Что касается талаша, то его можно собрать как осенью, вот в таком состоянии. Тогда его желательно перед использованием залить кипятком на 3-5 минут для дезинфекции и для эластичности. Если вы предварительно окрашивали талаш, то обливать кипятком уже не нужно, оно уже обработано, и его достаточно просто замочить в воде. Если говорить о том сырье, которое было высушено из молодого початка зеленого, то есть внутренние белые листья, то это сырье более плотное и более светлое, такое с зеленоватым отливом. В работе оно будет немножко более грубым. Заливать кипятком его нежелательно, но размочить в обычной воде обязательно. Что касается листьев ириса, то это очень хороший эластичный материал. Его сначала размачивают несколько часов, иногда даже целую ночь, а потом можно залить кипятком для дезинфекции. Также его после размачивания, когда это сырье уже станет пластичным, желательно помыть либо с использованием белизны, либо с использованием стирального порошка, для того, чтобы снять всякую грязь с него, плесень, инфекцию и так далее. Если говорить о сухом лилейнике, то это более тонкий материал, но хрупкий. Его сначала нужно аккуратно поместить в ванную и залить водой до размягчения, скажем так. После этого раствором белизны, либо просто стиральным порошком его вымывают, и затем после полоскания можно залить также кипятком буквально на минутку, полминутки. После этого его желательно немножко просушить, для того, чтобы он стал таким вяленым и резиновым. Чтобы подготовить к плетению лист кукурузы, его помещают в большую емкость, например, в ванну, и обливают водой до намокания. После этого его можно обдать кипяченой водой. Нужно подготовить сразу полоски для плетения. Для этого лист в нижней части. Вот таким образом делим пополам. И затем, начиная примерно с середины, делим его на полосы примерно 2 сантиметра шириной. Вот таким образом. Вот у меня получилось 4 полосы. Теперь самые тонкие нижние части нужно срезать, потому что для обмотки они уже будут не очень удобны. И при необходимости верхней части тоже можно срезать под прямым углом. В начале работы слегка скругляем края, скручиваем, заводим сюда.
Заводим вот сюда нить и завязываем именно узелок. Затем прячем эту ниточку вот сюда. Желательно приводить прям к такой форме цилиндра, валика. Затем заводим нить вправо и делаем основной элемент, а именно заводим иглу снизу и вот таким образом вот эту нитку заводим снизу через верх вниз. Таким образом петля будет сразу зафиксирована и затянута. То есть можно сделать вот так вот, но при этом петля, во-первых, сползает, во-вторых, она не зафиксирована, и вам будет неудобно делать следующую петлю. А мой вариант поможет сделать работу быстрее. Еще раз показываю. Заводим нить вправо, иглу проводим снизу и делаем вот такое движение снизу вверх и вниз. И потом вытягиваем следующую петлю уже сразу с фиксацией. Двигаем вот эту трубочку и скручиваем в максимально ровный цилиндр. Потом на это место надвигаем трубочку, которая будет фиксировать положение. Если вы планируете делать круглое изделие, то вот примерно на этом этапе мы будем фиксировать кольцо. Используем для фиксации вот этот ряд. Вот таким образом продолжаем работу. Как спрятать нитку, чтобы она потом не была нигде видна? Вот по умолчанию она у нас здесь сверху зафиксирована. Нам надо вывести ее сюда вниз. И затем можно сделать ее чуть короче. И спрятать ее вот сюда, завести вот сюда. Все. В новой нитке завязываем узелок. Заводим ее в эту зону. Она, соответственно, тоже спрятана здесь. Вот мы ее вывели. И начинаем работать как с прежней нитью. Теперь начнем делать вот этот декоративный эффект. Эти полоски можно сделать как разрежено, так и одна в одну, чтобы образовать цельные полосы более светлого цвета. Либо перемешать в каком-то декоративном порядке. Как добавить вот эту полосу листа кукурузы? Обращаю внимание, что здесь есть более глянцевая сторона и более матовая. Тут можно сразу определиться, какая вам больше нравится, и начинать намотку на жгут. Удерживаем пальчиком и с нахлестом, не торопясь, делаем намотку. Можно намотать побольше всю полосу, но удобнее, если вот определенный участок вот таким образом намотать, приложить. И именно сейчас нам понадобится прищепка для фиксации.
теперь повторяем те же элементы шитья, но уже вот по этому жгуту. Сохраняем примерно тот же шаг. У меня нет привязки к стоечкам, которые ниже. То есть я просто выдерживаю определенное расстояние между стежками. Таким образом хорошо виден сам материал, и он плотно удерживается в общей конструкции. Ну что, из плюсов здесь то, что материал более эластичный, более прорезиненный. И можно его натягивать достаточно сильно, он не порвется. Из минусов то, что он короткий, и вот приходится работать вблизи прищепки, либо наматывать сразу несколько полос одновременно. Кстати, это тоже вариант. Итак, если делать вывод по использованию различных материалов, можно сказать, что самыми оптимальными в данном случае будут лилейник и ирис. Именно благодаря тому, что они очень длинные, упругие, гладкие и тонкие. Что касается талаша, то на него работает упругость и очень хорошее гладкое такое покрытие. То есть оно не утолщается, если говорить о сухом талаше, но слегка грубовато и увеличивает толщину жгута, если говорить о талаше из свежей кукурузы. Если говорить о кукурузном листе, то это материал, который мало к чему пригоден, но в данном случае также может послужить вам хорошую службу благодаря своей длине. И так как он не выдерживает большие натяжения, в данном случае он подходит, потому что просто наматывается. И красиво бликует его поверхность и обладает красивым природным оттенком. Если говорить вообще, то все природные оттенки очень красиво сочетаются как между собой, так и с оттенками джинса. Поэтому можно собрать все, что у вас только есть, даже в небольшом количестве, и перемежая друг с другом в большей или меньшей пропорции к синему цвету джинса, сделать интересные вещи. Продолжая плести подобным образом, можно сделать как небольшой, так и большой ковер для дома. Чтобы он оставался гибким, лучше добавлять больше синего материала, то есть джинсы. А при плетении корзинок можно добавлять больше натурального материала, чтобы изделие было плотнее. Для изготовления корзины мы можем повернуть бортик вверх по 90 градусов и плести в том же направлении. Вот таким образом. Но тогда красивая сторона окажется скрытой, а видимой изнаночная некрасивая сторона. Поэтому лучше
срезать жгут на косую и пришить сюда, и начать бортик в другом направлении, так, чтобы потом была видна красивая сторона бортика, а некрасивая оставалась внутри, и на дне была красивая лицевая сторона. Итак, для подъема бортика мы начинаем с того, что слегка заужаем полосу. Как обычно, фиксируем нитку. Сворачиваем ее внутрь. И наша задача теперь шить перпендикулярно этому кругу вдоль окружности. Мне слева направо шить в данном случае неудобно. Я буду шить вот примерно из этой зоны уже теперь по часовой стрелке. Покажу поближе. Вот таким образом мы начинаем поднимать бортик вверх и пришивать его под прямым углом. Вот эта линия должна оказываться сверху для дальнейшей работы. Если вы хотите сделать сглаженный вот здесь вот переход, то нужно тогда подшивать не четко под 90 градусов, а под 45, например. Таким способом мы продолжаем шить вверх. Здесь очень важно добиться того, чтобы поверхность была ровной и перпендикулярной. Так как эти стороны будут стремиться сузиться, потому что мы стягиваем всякий раз при шитье, то нужно шить определенным образом. Вот этот жгут нужно укладывать не ближе к центру, а наоборот ближе вот к этому краю, удерживать его вот чуть-чуть ближе сюда. Можно даже, фиксируя прищепкой, такое положение закреплять. Вот. И после этого при шитье, когда вы затягиваете нить, стремиться тянуть ее в эту сторону, на себя. И, соответственно, вот здесь пальцами всегда проверять, чтобы вот этот жгут не уходил внутрь. Тогда вы избежите того, что будет сужение кверху. Вообще же, вы можете при плетении боковой стороны добавлять больше синего или больше природного материала. Чем больше вот этого вот кукурузного листа, тем плотнее будут бортики. Мы, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы корзина была плотной, но некоторые любят более мягкие формы. Чтобы сделать ручку классическую для такого типа корзин, то нужно некоторое количество вот этого жгута не пришивать сюда, а просто как бы обшить его в воздухе и потом продолжить пришивать чуть-чуть дальше, вот сюда, так, чтобы входила рука. Но так как одна полоса, она будет тонкой, то нужно будет повторить это еще со вторым рядом. Можно сделать в такой обмотке, либо просто из джинсы, тоже будет достаточно неплохо. Как один из вариантов для декора могу предложить вот использовать вот такие такие катушки от ниток. Их просто нужно чем-то окрасить, залакировать. Также можно использовать намотку. Например, намотать что-то на эту бобинку, либо просто намотать проволоку вместо нее на саму на саму полоску. Вот так у меня получилось закончить. Но чтобы скрыть вот это не совсем красивое место, мы здесь будем крепить ручку. Помимо классической ручки, здесь можно использовать разные виды материалов. Например, подобрать тесьму и пришить ручку, например, вот таким вот способом. Можно даже сверху донизу. Либо завести ее изнутри, сделать вот такую вот ручку. Можно сделать даже ручку вот в этой плоскости. То есть вот таким способом. Пришить ее вот так.
Тут уже как бы простор для фантазии достаточно большой. Можно подобрать какой-то другой цвет. Тоже будет неплохо. Кроме того, можно использовать ту же джинсовую ткань. Она будет достаточно здесь гармонично смотреться. Как именно эти делать, я показала в видео про вот такую корзинку. Но здесь используется талаш, то есть листья кукурузного початка. В данном изделии мы используем другой материал, и будет немножко другая технология. Во-первых, сами палочки будут длиннее, потому что корзина больше, и, соответственно, по масштабам лучше будут смотреться большие ручки. Это вариант такой же из тополя. Он немножко с желтинкой, то есть по цвету, скорее всего, подойдет лучше. Но есть еще вариант более холодного оттенка, это каштан. Здесь больше таких серых прожилок. Тоже очень интересно выглядит материал, веточки каштана. Их просто нужно зачистить наждачной бумагой. Вот таким образом зачищаем. Можно оставить в таком виде. Они абсолютно хорошо работают долгое время. Вот это просто зачищенные. Но можно покрыть лаком, для того, чтобы они немножко бликовали, так же, как наш материал из кукурузы. Для этого используется любой акриловый лак. У меня вот такой вот. Может быть строительный, по камню и так далее. Вообще для качественной лакировки деревянных изделий сначала наносится грунтовка специальная, потом лак акриловый и затем только лак алкидный, например, чтобы был такой плотный и очень глянцевый. Но я хочу сейчас сделать минимальную такую обработку, поэтому просто нанесу акриловое покрытие в один слой для минимального такого блеска. Акриловый лак хорош тем, что у него абсолютно нет никакого запаха. Он очень быстро сохнет. Кисточки можно мыть просто водой. Как правило, лак немножко проявляет текстуру, усиливает цвет. Возможно, в нашем случае это будет как раз нам на пользу. Лак обычно наносится небольшим слоем. Это тоже такое базовое правило. Я сделаю один слой, он будет буквально такой грунтовочный, можно сказать. Но если вы хотите сделать прям блестящие, тогда дождитесь полного высыхания, может быть даже и сутки акрилового лака, для того, чтобы образовалась прочная пленочка. И после этого наносите глянцевый лак большой плотности. То есть лак по дереву или алкидный лак, паркетный лак, типа такого. Вот у нас два вида ручек. Вот это каштан, он, видите, такой рябенький. И более желтенькие тополя. И те, и другие очень здорово подходят. Вот это каштан. То есть такие какие-то серо-синие полосочки, которые сочетаются с синим джинсовым цветом. И вот этот вот вариант, он очень хорошо сочетается с натуральным материалом из кукурузы. Я все-таки выберу этот, потому что тут все-таки создается некоторая излишняя рябизна. Я его потом, этот материал, применю где-нибудь в другом месте, в какой-нибудь серой корзине. Итак, вот первая ручка готова. Мы начали ее делать тут, где закончился последний ряд. Вот, что получается. Как разметить ручку, точнее, с другой стороны. Так, сверху устанавливаем линеечку и проводим через центр. Вот здесь. Смотрим сверху и проводим. Так, вот у нас первое крепление будет здесь. И второе крепление смотрим четко сверху. Вот как-то так. Так, здесь у нас 9 сантиметров между центрами. Значит, примерно на сантиметр от прищепки будем крепить. В основании этого крепления будет проволока, потому что добиться вот такого полноценного прочного крепления только при помощи ниток, ну, может быть и возможно, но я рекомендую все-таки использовать в основании проволоку. Итак, мягкая проволочка 25 сантиметров длиной. Что мы делаем? Так, складываем вдвое. Затем здесь
на расстояние примерно 2 сантиметра от края. Выбираем сразу красивую сторону, которая у нас будет сверху. Так, заводим примерно на 2 сантиметра. Затем здесь перекрещиваем, заводим, проворачиваем вверх. Так. Дальше здесь сгибаем вот так, чтобы все это уплотнить. И после этого начинаем сворачивать между собой примерно на 1 сантиметр. Так, вот первая заготовочка. Так, вот заготовочка готова. Примерно на сантиметр от прищепки. Заводим вот так вот, чтобы проволочки встали с двух сторон. И заводим в это место проволочку сначала с одной стороны, выводим ее и фиксируем. Вторую проволочку заводим с другой стороны, чтобы потом не перекошена была наша ручка. Обязательно с двух сторон завести. Завели, обернули. Обязательно проверить, потому что все тут пока подвижно. Можно сразу зафиксировать силиконовым пистолетом. В теории можно оставить и просто с проволочной намоткой, но так как совсем разные материалы, то не совсем это все смотрится хорошо. Итак, берем нитку длиной не меньше, чем 2 метра. Здесь узелок можно не завязывать. И начинаем намотку вот из этой зоны. То есть фиксируем сначала кончик. И потом выводим нитку на начало. Вот сюда вот ближе к этому краю. И начинаем очень плотно, планомерно наматывать нить. Стараемся контролировать сразу несколько сторон, так, чтобы перекрыть проволоку. На определенном этапе переводим намотку вот уже туда, внутрь ручки. Не торопимся здесь. Удерживаем все плотненько пальцами. Натягиваем максимально. Наша задача сделать так, чтобы больше не двигалась палочка внутри вот этого кольца из проволоки. Так, намотали. Так, чтобы со всех сторон перекрыть проволоку. И дальше наша задача проворачивать вдоль стойки, точнее поперек стойки. Так, чтобы сделать столбик. Так, нитка уже на исходе, поэтому мы ее сейчас зафиксируем. Возьмем другую. Наша задача сделать вот такое крестообразное крепление и заодно скрыть вот эту проволочку. Так, здесь все хорошо. Изнутри все хорошо. Все, можно фиксировать иголочку, то есть нитку и отрезать.